Друзья, привет! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Круче, чем беляши или чебуреки. Очень просто я готовлю вкуснейший слоеный пирог с фаршем. Рецепт раздала уже всем моим подругам и знакомым. Получается неимоверная хрустящая вкуснятина. В описании под видео указано количество ингредиентов. Итак, в миске соединяю молоко и воду комнатной температуры. Добавляю соль. И постепенно ввожу сюда просеянную муку, замешиваю тесто. Обязательно добавляйте муку частями, чтобы тесто не было чересчур густым. Я всыпаю понемногу, замешиваю сначала венчиком, а затем уже, когда трудно становится вымешивать, в последнюю партию муки я добавляю разрыхлитель и вымешиваю в миске сначала руками, а затем выкладываю тесто на стол. И уже там довожу его до нужного состояния. Буквально 5 минут, и мягкое тесто готово. Оно не прилипает к рукам, я его кладу в миску, накрываю пищевой пленкой, оставляю на 10-15 минут отдохнуть. В это время растапливаю сливочное масло, добавляю к нему растительное и перемешиваю. Теперь приготовлю начинку. Лук я режу небольшими кубиками. Не удивляйтесь, что такое количество лука, будет очень сочно и вкусно. В миске у меня перемеленное мясо, фарш, свинина с говядиной. Я добавляю туда весь лук. Солю по вкусу, молотый черный перец и приправы те, которые вам нравятся. Я добавляю приправу к фаршу. Все это хорошо руками прямо вымешиваю, чтобы все получилось у меня однородной консистенции, и отставляю в сторонку. Тесто отдохнуло, я его выкладываю на силиконовый коврик и делю на 4 части. Как видите, оно даже не прилипает к коврику, мука пока что нам не понадобится. Теперь каждый кусочек теста я округляю и кладу под пищевую пленку, чтобы оно не заветрилось. Оставляю отдохнуть примерно 10 минут. Затем припыляю рабочую поверхность мукой, беру один шарик теста и раскатываю в тонкую лепешку. Чем тоньше, тем лучше. Посыпаю лепешку мукой и складываю. Убираю пока в сторонку и раскатываю второй шарик теста, опять же в тоненькую лепешку. Поливаю растопленным сливочным маслом. Щедро смазываю, делаю это прямо руками. Затем я фарш делю на 4 части и одну часть выкладываю на лепешку, распределяю ровным слоем. Накрываю заранее подготовленной лепешкой. Растягиваю так, чтобы она покрыла весь фарш. Снова поливаю растопленным сливочным маслом. Выкладываю еще одну часть фарша и распределяю. Скручиваю в плотный рулет. Немножко прокатываю по столу, защипываю край и сворачиваю в улитку. Убираю улитку в пищевую пленку или в пакет полиэтиленовый и в холодильник, а пока готовлю второй пирог точно таким же способом. Как вы помните, осталось еще 2 части теста и 2 части фарша. Всего получается 2 пирога из этого количества продуктов. А еще очень удобно заранее приготовить такие заготовки, положить в холодильник накануне, например, конечно, не задолго, но буквально, например, вечером это сделать, а на следующий день выпекать такие пироги. В мисочке у меня желток, я его смешиваю со столовой ложкой уксуса и молока.
Достаю первый пирог, который у меня подготовлен. В первую очередь выкладываю его на отрезок пергамента, посыпаю мукой, прижимаю руками и немножко раскатываю скалкой. Тонко не нужно, достаточно так, чтобы все слои теста скрепились. В это время духовка у меня уже разогрета на 200 градусов. Выпекается такой пирог 40 минут. Предварительно я его смазываю желтком с уксусом и молоком и отправляю в хорошо разогретую духовку. Готовый пирог достаю из духовки. Точно так же выпекаю второй, даю совсем немножко остыть, разрезаю, и только посмотрите, как аппетитно пирог выглядит внутри. Тончайшее слоеное тесто, множество слоев, но это очень вкусно, друзья, обязательно нужно попробовать. Вкусная, сочная начинка, пирог неимоверно вкусный, просто очень делается. Я вам рекомендую приготовить и порадовать своих родных и близких. Если вам нравятся мои рецепты, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Делитесь с друзьями. Всем желаю мира и добра. Пока!